здесь самое шумное, самое веселое, один из самых популярных у туристов и у местных. Что это за хрень вообще? О, красиво. Чуть-чуть не упали. Здесь две смертельно опасных медузы есть. Португальский кораблик и еще какая-то одна. Кошмар. Что там? Вот там где-то вот такая вот длиной. Меня бесит это, бесит. Почему мы идем по каким-то, хрен пойми, тропам вообще? Смотрите, какая ужасная какая-то вещь. Страшная вообще, страшнейшая. Это все укусы планктона. Вот смотрите, вот скорее всего уже аллергическая реакция. Ребят, ну не стоит оно того. Ну правда. Очень сильно пахнет. Привет всем, это не местные, это вторая часть выпуска про пляжи Пхукета. И сегодня мы начинаем этот выпуск, наверное, с самого популярного пляжа, который называется Патонг. Называется он так, это одноименный здесь город, Патонг-Сити. Почему он популярен? Потому что здесь огромное количество отелей, гостевых домов. И самое главное, здесь самое шумное, самое веселое, Здесь самая популярная улица Пхукета, это Бангла-Роуд. И она также заканчивается пляжем, поэтому вот это место, Патонг, место притяжения большинства туристов. В общем, самое популярное место у туристов. Поехали! Вообще это один из самых протяженных пляжей Пхукета. Смотрите, он оттуда идет, в самом далеке. И вон туда вдалеко тоже уходит, сейчас заворачивает там чуть-чуть. Но несмотря на то, что этот пляж настолько популярный, вода здесь, ну, по нашему мнению, по мнению многих отдыхающих, не самая чистая. Здесь она почему-то чаще всего очень мутная, постоянно поднимается песок со дна, и помимо песка присутствует большое количество мусора. И это на самом деле печально. Ну вот смотрите, во-первых, здесь что-то плавает, но это ладно, это может быть прибило волной. Ну и смотрите, вот она не то что мутная, она какая-то вся зеленая, как от болотного цвета аж прям. Ну что это такое, вот вообще ничего не видно. Ну не знаю, плавать. Люди, конечно, плавают, но мне не нравится здесь плавать, купаться. Но место красивое. Пляж Патонг тоже не исключение, где можно покупаться, не только покупаться, но еще и поездить на гидроскутере, на параплане полетать, на такой вот банане поездить. Вот цены, если умножить на 2,5, получится рубли. Вот скоростная лодка, в общем, все здесь есть, круто. Вот такая вот вещь есть, флайбоут, на летающей доске можно порезвиться. Стоит вдвоем 1500 бат. 10 минут 1800 бат. Обучают всему этому. Песок на Патонге очень приятный. Мелкий-мелкий. Смотрите, он как пыль. И такой шелковистый, пушистый. Прям идешь и кайф. Так, цвет неприятный. Запах какой-то, запах речной воды, прям такой, как чуть ли не тина. Почему так, мы не знаем. Может, какие-то здесь выбросы, все-таки оживленная часть города. Мы шли и подошли к центральному входу на Патонг, Патонг-Бич. Здесь такие буковки даже есть, вот смотрите. И вот там начинается Бангла-Роуд. Это самое, наверное, оживленное место на пляже. Мало сказать, просто оживленное. Надо добавить, что оживленная 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 31 день в месяц. То есть здесь жизнь кипит всегда. Это был пляж Патонг. Купаться мы здесь, наверное, сейчас не будем. Мы идем на следующий пляж.
Дорога на следующий пляж не из легких, и отзывов о ней написано немало. А пляж, куда ведет эта дорога, точно стоит того, чтобы его увидеть. Hello, this is... Okay. Can we stay here, near the entrance? Yes? А мы приехали на пляж. Как он называется? Называется пляж Свободы или Freedom Beach. Тут есть несколько путей, как можно добраться. Ну, дорогу вот вы сейчас посмотрите, или посмотрели уже, как мы ехали. Не очень хорошая. Щебенка, гравий. Но проехать можно, если аккуратно, там повороты крутые. Здесь есть два пути. Первый — это платный, а можно пройти вообще бесплатно и пешком. 450 метров там было написано. Вот сейчас мы пойдем. Минут 20. Он такой крутой спуск, но можно добраться. Сейчас пойдем по этому бесплатному спуску. Доезжаете до этой точки, прямо по навигатору, например, Google Maps. По навигатору доезжаете. Тут вот видите, что кое-что продается, ну, сразу заметите. И спуск, он обозначен аркой. Сейчас мы посмотрим, как это выглядит. Здесь можно купить всякие, Полотенце, ну, понятно. ну, вот эти вот на чем лежать. А мы с собой не взяли. А мы молодцы, не взяли, да. Продаются полотенца, уже такие не новые. Можно вызвать такси. И вот так выглядит, вот табличку посмотрите. 450 метров вниз, это бесплатный проход на этот пляж. На Freedom. Угу. Идем? Окей. Из такой обуви, как у нас, я не советую. Все-таки ни биркенштоки, ни кроксы, ни другие сланцы, босоножки не предназначены вот для такой дороги. Сюда только в кроссовках. Мы идем практически под джунглям. Смотрите, это такое диковатое место. Да, здесь сырость, темнота, хотя сейчас солнце прям ясно светит, но тут вы видите, что идем практически, я не знаю, под джунглям, таким легким. Если бы не кричащие петухи, там бы точно были джунгли. Welcome to Freedom Beach. Чтобы не потеряться. Да. А мне даже не надо нагибаться, а нет, чуть-чуть надо. Посмотрите просто на эти связки веревок на конструкции. Ну, якобы, да, можно за них то ли держаться, то ли что-то, не знаю. Мне кажется, они сильно не помогут. Они все проседают. Но все равно помогут. Ну, такое кардио упражнение, разминка хорошая. Чуть-чуть не упали. Да, И вот еще один крутой спуск. Острые камешки. Ну, аккуратно, если вставить ногу, ничего страшного не будет. Ну вот не всегда нога устойчива здесь. Вот мы отсюда пришли. Это просто сейчас И сейчас вот туда уходим. очень Сейчас мы покажем, какой он крутой крутой спуск. спуск. То есть вот он, здесь есть мокрые камешки. Звуки. Звуков, да, вы слышите? Звуки джунглей. О, чуть не упал опять. Нет, я докачусь до тебя. Ну, в том-то и дело, что до меня докатит. Я не хочу. Если что, держись за канат и повисни на нем, как кошка. Так, ну вот мы почти спустились. И вот смотрите, какой здесь вид нас ожидает. Мусор. Как-то вот не очень приветливо. По которому идти тоже еще экстрим. Мостик, смотрите, какой, да. Потому что ты можешь провалиться в любую секунду вот в эту речку. Можно провалиться. Ящерицы бегают. Куча мусора. Ну и вот ради чего шли мы. Я думаю, это стоит того. Смотрите. Напишите в комментариях, как вам этот Пляж, пляж. свобода. Да, Freedom называется пляж. Раньше он был, конечно, менее посещаемым, более диким. Сейчас его все больше облагораживают, потому что очень красиво здесь. Да, добраться, кстати, можно не только пешком и на байке, а вот еще вот на таких лодках от Патонга, здесь недалеко, 2000 бат стоит добраться сюда. Такое путешествие прикольное.
И вот смотрите, какая вода. Вы, наверное, видите уже, что зеленая. Она потрясающая. Просто белый песочек, Песок, красивая песок, вода. да. Мне прям не терпится войти в воду. И ощутить эту свободу. Смотрите, как это. Очень уютный залив или лагуна, как называется. Ну что, мы заходим в воду пляжа Свобода. Смотрите, какая вода. Супер. Вода классная. А зачем ты шапку не сняла? Кепку. Прям белый-белый песок. Вот ты даже плывешь, когда ты видишь воду такого бирюзового цвета. Это очень классно. Блин, они жалятся? Чуть-чуть. Да. Ну, вообще не Они страшно. когда-то плавают. Планктон это не медузы, не переживайте, они хоть и жалятся, но не так прям сильно. А вот она лестница, здесь не видно сейчас, наверное, это платный спуск, мы по нем поднимемся. Инфраструктура минимум, конечно, здесь можно вот купить, там что-то прикупить можно, какая-то палатка стоит, что-то арендовать можно, есть спасатели, ну это все есть, да. Лодки, как я говорил, чтобы куда-нибудь сплавать на остров какой-нибудь или на Патонг. Ну, На все другие пляжи мы рекомендуем приезжать сюда рано утром. А чем ближе к полудню, тем больше здесь людей, тем злее становится солнце. Ну и как бы вот. Поэтому приезжайте с утра, и будет такой момент отсутствия людей, прям не жалится. Вот. И будет очень свободный, классный. Freedom Beach. А еще бы я добавил, что даже вот есть программа специальная, показывает уровень ультрафиолета на сегодняшний час. И сейчас, например, еще маленький уровень ультрафиолета, но в 11 часов, с 11 часов начинается максимальный. В Таиланде там может и 13 быть, и выше еще. Поэтому вот утром идеально. Нет, кораблик же должен быть виден прямо на поверхности. Мы просто ищем медуз, которые опасны. Здесь две опасных, смертельно опасных медузы есть. Португальский кораблик и еще какая-то одна. Но пока таких не видели, не встречали. Планктон, ну, в общем, ничего страшного. Просто ныряйте и все. Если вот в очках. Укусил прям ногу. Планктон. Вот, жалит. Жалит. Так, ну, Константин, проверь, что там на дне. Кто обитает на дне океана? Точно не Спанч Боб, я надеюсь, что нет. Кошмар. Чё там? Вот там где-то вот такая вот длиной. Кто? Я не знаю, это не планктон. Пока! Я ухожу! Я сейчас ее сниму. Она такая длинная, с такой черненькой штучкой. Как гусеница, но плавающая. Ужас какой-то. Прям передо мной так плыла. Короче, сейчас поснимаем вам водный мир. Поехали. Наплавался, Константин? Да, наплавался, но снять ничего подводный мир не получилось. Точнее, вода прозрачная, но очень много планктона, который кусается. Вот смотрите, тут пятнышки красненькие. Это все укусы планктона. Вот смотрите, вот скорее всего уже аллергическая реакция. Вот. На ногах немножко есть. В общем, они жалятся. А так очень хорошо, тепло и прям чистый песок, мне нравится. И вода шикарная. И вид, конечно, вид классненький. Ну, супер. Да. А тебе как? Мне очень нравится здесь вода, но я вспомнила, что мне здесь не нравится. Это мусор. Мне, конечно, здесь мусор. Мне не нравится здесь мусор. Здесь еще мало служб работает, мало инфраструктуры, поэтому очень много мусора. Мы уже собрались и
выходим с этого классного пляжа. Напоминаю, это пляж Свободы. Ну, я бы поставил, наверное, точно 9. Все-таки планктоны. Ну, я понимаю, понятно, что они здесь не всегда. Вот. Сейчас мы поднимемся по другому спуску, который я уже который рассказывал. платный. Который Сейчас платный. мы поднимаемся по нему бесплатно. Спуск платный, подъем бесплатный. Вот он здесь начинается. Прям четкие ступеньки, удобные, но потом опять переходит все в гравийную смесь. Ну, нами пройдена первая высота. Да, мы поднялись. Прошла, наверное, 1/4, да, пути мы прошли. Да. И самое главное здесь такие вид самое главное. Смотрите, вот супер же. Просто лагуна какая-то потрясающая. Да, и здесь вода прям вот очень видна, что она цвета лазурь, это как аквамарин, как, я не знаю даже как назвать. Сейчас мы поднимаемся по такой горе. Уклон вы видите. Ну и прям, опять же, хорошая кардиотренировка. Ох, смотрите, кто там едет. Здесь, кажется, машины еще ездят. А вот на этих траках можно... Там девушка вот упала. На этих траках можно добраться вниз. Все сможет. Оффроуд. Класс. Смотри, смотри, прям проскальзывают колеса. Ух. Как он обратно поедет, да? Мы видим, что люди здесь тоже аккуратно спускаются. Но все-таки пошире дорога, получше. Как вы думаете, где лучше? Вот здесь за 100 бат спуститься? За 100 бат, да. Либо там, где мы шли, там более экстремально, конечно. Но зато бесплатно. И здесь как будто бы чуть-чуть побыстрее можно добраться. Покороче, да. Мы дойдем до верха. И там еще нужно будет 2 километра пройти до нашего байка. Ну, примерно, да. Чтобы сесть на него, потому что мы сейчас выйдем в другом месте. Еще одна машина. Ты разве устала? Ну нет, мне нормально, но машины мне не нравится, что есть здесь. Уберите машины, пожалуйста. Я не знаю, куда их колеса могут улететь. Душно, да? Ты душнишь. Ну правда, мы же не знаем, как куда идти не сможем. Остался один из последних, наверное, подъемов. Вон там какие-то флажки. Вот. Но мы уже так подустали. Я уже снова хочу купаться. Но это нормально, это ладно. Хорошо. Да, главное пить, чтобы не было обезвоживания. Пошли. Пойдем. Вот мы поднялись уже, да. И здесь трансфер стоит 100 бат. Вот на таких вот траках. Ой, то есть 300 бат, да. На человека. Вдвоем будет 600. Ну, зато быстро. Так что смотрите. А нам еще дальше идти. Вот смотрите, по этой дорожке, тропинке. Идти. О, нет, точнее, вот по этой. Идти дальше. 1,5-2 километра. Ну вот мы пришли уже на место стоянки нашего байка. Вот оттуда шли. Примерно 1,5 километра. И дошли вот до этого места. Опять же на вход. Купили воду холодной по пути. Потому что она нужна. Только она спасает. Вот. И сейчас поедем. Ну, поедем дальше. У нас впереди еще популярный пляж вообще-то. Был обзор, да, на пляж Freedom, пляж Свободы. Вот, как мы видим, популярный пляж, все больше и больше людей. Но мало кто знает, что там есть и платный, и бесплатный. Многие спрашивают, узнают. В общем, хороший, популярный пляж, и он будет еще вскоре более развитый. Надеюсь, что уберут мусор. Очень много мусора везде лежит. И будет прям шикарно. А мы едем на следующий пляж. Какой, вы сейчас узнаете. А следующий пляж, который бы мы хотели вам показать, называется Карон-Бич. Или Карон-Бич. Это один из самых популярных пляжей среди жителей, среди приезжих. Очень много здесь поблизости к отелей. Сюда приезжают турами целыми. Здесь селятся и ходят на этот пляж. Он по-своему уникален. Сейчас вам покажем почему. В общем, классное место. Вот здесь такой дракончик, если вы видите. Отличительная особенность, где можно зайти, ориентир. Такой мостик синенький, и по нему прямо до пляжа. Пляж этот очень-очень длинный. Песок, смотрите, какой здесь. Он скрипит.
сюда. Здесь, конечно, инфраструктура развита максимально, потому что первая линия, это прям пляж, береговая линия вроде бы широкая, но от кафе, ресторанов, отелей, торговых лавок разделяет всего там несколько десятков метров. Поэтому здесь можно отдыхать весь день. Ну что сказать, вода бывает, конечно, почище. Вот смотрите, здесь на входе уже такая зеленоватая, видно, что зеленая, это вода. Ну вот как бы дальше вроде как она прозрачная, и дно шикарное, конечно, здесь. Дно очень пологое и мягкое, ну то есть песок, в общем, песок, суперское дно, но вода, ну посмотрите, оно прям вот она зеленая, вот зеленая. Совсем не то, что, например, на Банана-Бич из нашего прошлого выпуска. Или пляж Свободы, к примеру. Слишком далеко там нырять не хочется, но охладиться можно. Не, нормально, очень приятно. Очень приятно. А Аделина почему-то там на берегу стоит и не хочет заходить. Она ждет следующего пляжа, который будет более прозрачный. Ну, вот сравните, вот вода вот. Вроде она прозрачная, вроде чистенькая, да? Ничего такого не плавает. Но зеленая. Но почему зеленая, мы не понимаем пока. Вот идем к Аделине. Здесь такой запах, очень сильно пахнет. Это не сильно. Нет, запах чуть-чуть есть, но он не такой прям чтобы сильный. Я бы не сказал, что как бы противно. Конечно, ты уже теперь, потому что ты тоже теперь пахнешь. Я присоединился к ним. Ты присоединился, да. Прям рыбы. Не подумайте, запах там не канализации, не слив, запах рыбы. Морской такой запах. Даже не морской, а речной. Речной, чуть-чуть. да. Такой немножко. Тины совсем чуть-чуть. Но это же не тина, это не знаю, какие-то микроорганизмы. Да. Эта вода вот сегодня такая. Вчера и завтра она может быть кристально чистая. Просто чистейшая, естественно, никакого запаха. То есть не судите по воде сегодняшней об этом пляже. Пляж классный, места много, развлечений много, еды много, инфраструктура развита, просто все. Это тот пляж, где можно провести весь день. Можно посидеть вот на этих вот стульчиках, можно полежать, вот там дальше, зонтики, то есть все есть. Тут приносят и кокос можно попить, и перекусить можно чуть-чуть дальше, он еще очень длинный пляж. Так что здесь супер, можно провести время. Но вода почему-то нам сегодня не нравится. Сегодня мы не будем купаться. Да. Вообще мы здесь купались месяц назад, когда здесь были, месяца два. Жили здесь, да, жили и купались, и было здорово. Но есть закаты вода. здесь. Закаты, да, вот там Просто солнце садится. Потрясающе. Когда ясно, очень красиво здесь. Небо становится просто фантастического цвета. Поэтому сюда стоит приезжать. И за пляжным отдыхом, и за закатом. Это уже пляж Ката. Находится в 3 километрах от Карана, где мы только что были. И вот смотрите, вы видели путь, как мы ехали. Совсем недалеко. И что мы видим? И видим, что вода совсем другая. Сейчас мы зайдем в нее. Вот я жду Аделину, пока она намажется. Ты чем это мажешься? Обязательно нужно наносить SPF. Я прям уже чувствую, что солнце такое. Уже? Да. Время еще 10 нет. С 11 начинается. Ну, оно прям очень сильное. То есть у меня уже вот эти места, мы пробыли на Карне совсем немного. И мне прям лоб говорит, серьезно? Поэтому вот такие вечер. маленькие пакетики, кстати, кремы продаются в 7-Eleven. Это очень удобно. Они, конечно, жирные, но это лучше, чем сгореть. Угу. А солнце просто злющее, нещадное. Да, и вот не будьте теми людьми, которые сгорают в первые 2 часа.
намазывайтесь кремом, особенно когда вы приезжаете. Вообще не надо первый раз 2 часа на пляже. Да, Это туман. вообще это глупо. Здесь такое жесткое солнце, это не как, например, в России или в Грузии. Здесь 15-20 минут на первый раз будет вполне достаточно. Ну-ка. Очень классный песок. Никакой грязи, вообще ничего нет. Вода прозрачная и очень прохладненькая. Кто там? Рыбы, прям. Медузы? Акулы? Блин, они уплыли. Вот они. лицо. Они, наверное, плохо Вот видны. там, тут. видно. Смотрите, это вот отличительная особенность пляжа Ката, что здесь Всегда очень кусики рыб, да. очень много рыб. Причем здесь сейчас они прозрачные, а там дальше такие типа Немо, синенькие с желтенькую Вон их полоску. много, они прям все такие, они не боятся совершенно. Нет. Они даже иногда плавают с вами. Если вы будете плыть, под вами 2 рыбки будут плавать. Ну так нормально. Здесь всегда чистая вода, всегда. Вот сколько мы не приезжали, мы не видели здесь грязную воду. А ты что такая нарядная-то? А я всегда такая. О, какая вода, да, прозрачная. Вот здесь еще прозрачнее, посмотрите. Да, она прям здесь голубая. Прям. Да, вот здесь классные виды. Стою уже по грудь, а все видно, ноги, вот это все видно. Дно видно, видно, что на дне Дно. происходит. Вот и как вот это вот объяснимо? Какой-нибудь напишите, я вообще не знаю, почему 3 километра разница, там зеленая вода, прям как тина почти. И А здесь это вряд ли прозрачная. сливы какие-то, потому что здесь тоже большой как бы район Ката. Я просто вижу в камеру во второй экран. Класс, воду. класс, вообще, Я сама в да? восторге, да. Она прям такая прям вода Максимально мокрая. бирюзовая. Да, супер. Еще вот эти блики от солнца, красиво. О, кто-то там Кто там? задел. Рыбка, наверное, здесь рыбок много. Смотрите, какая ужасная какая-то вещь, страшная вообще, страшнейшая. Очень Какая-то. много. Смотрите, сколько их здесь. Да. Вот на этой счастливой ноте мы заканчиваем. Смотри, их сотни, тысячи просто. Да. Смотри, это медузки, Они прозрачные. фиолетовые штуки у них. В общем, фигня пляж. Да нет, один из самых лучших пляжей. Вот ну Нет, честно. да, мы здесь чаще всего были, и прям можно смело, наверное, 9 поставить этому пляжу. Классный пляж. В этой прекрасной воде мы где-то час бултыхались, плавали, ныряли, Это что-то смотрели дно. потрясающее. В общем, да, это один из самых любимых пляжей на Пхукете. Ката это супер. Вода. Мы всегда, приходя на этот пляж, мы еще ни разу не видели здесь плохую воду. Мы купались здесь даже когда лил дождь, и это было очень классно. Ну и вот этот пляж, прям нам он очень нравится. Он тоже большой, здесь так много зонтиков, просто вот по всему периметру пляжа установлены зонтики и шезлонги, и вы можете их арендовать. Да, стоимость 100 бат одного стульчика или вот сиденья такие вот здесь есть. Есть стульчики, да, а есть вот шезлонг. Раскладушки, да. Но вы можете не платить никакие деньги, как вот мы прийти. Мы любим так прям оставить, все, и покупаться. Просто мы не так долго здесь находимся. Но если подольше мы решим остаться, то, конечно, зонтик это вообще супер, Да. удобно. Ну, так люди чилят, все, и больше ничего не надо. Вот, а мы собираемся. Потому что уже просто вот время подходит, чем ближе к полудню, тем солнце становится более такое жаркое, и мы уже чувствуем, что начинает гореть. Несмотря на то, что я намазалась SPF. К 11 солнце часам светит. уже максимальный уровень ультрафиолета, и опасно уже долго здесь находиться. А в Поэтому воде следуем. вдвойне. Да, следуем с вами на следующий пляж. Наш следующий пляж находится немножко в таком месте, где не добраться просто так. Он называется Хэд Каран Ной. Ной это с тайского маленький, то есть маленький Каран. Посмотрим, что за пляж. Многие говорили, что это очень классный уединенный пляж. Но уединенный он потому, что находится около отеля Меридиен. И там мы пытались проехать. Вот посмотрите, где находится отель. Вот там вот, видно немножко, зелененький. Такой классный 5-звездочный отель. Но мы не смогли туда пробраться, потому что шлагбаум. И нас просто не пустили, сказали, закрытая зона. Мы решили проехать другим путем. Вот нашли здесь, с трассы съехали и нашли такой проезд
тут уже байки стоят. И вон там маленькая тропинка. Попытаемся пройти пешком. Да? Вообще надо понимать, что в Таиланде нет частных пляжей. Все, ну, в Пхукете, по крайней мере, все пляжи, они общественные, они доступные. Но, видимо, от того, что отель Меридиан находится в таком неком отдалении от всех, он прям в своей такой бухте. И, соответственно, это позволило ему, господи, ползают просто муравьи, мухи и все, кто может. Комарики, да, может. И вот от того, что находится в таком отдалении, и, соответственно, к пляжу не попасть, естественно, этот пляж стал именно отельным, и стоит шлагбаум на подъезде в отель, что логично, да, в отель не могут попасть все, кто хотят, ну вот. Таким образом, этот пляж стал таким частично частным. Хотя это не разрешено законом, здесь все специально говорят, то, что не бывает частные пляжи, не должно быть их, по крайней мере, вот здесь, на Пхукете, и все они должны быть открыты к доступу. Ну вот посмотрим, если мы пройдем, попытаемся пройти. Но это в любом случае не открыто к доступу, потому что основная дорога, ведущая на пляж, она перекрыта шлагбаумом. Пройдемте, посмотрим через джунгли, я надеюсь, нас никто там не съест в очередной раз. Мы идем куда-то в самые дебри. Пойдем. Вот вам кажется, что Аделина сейчас куда-то прыгает, но на самом деле нет. Это просто лесенка, которая ведет к морю. Да, такая вот прям... Не, ну она красиво выглядит. Если бы ночью здесь были фонарики, еще подсвечивались, было бы вообще... Ой, тут там шебуршит. Короче, мы погружаемся в джунгли. Ой, чуть-чуть не упал. Сейчас расскажем, чем закончилось все это. Мы шли и пришли к какой-то заброшенной теплице. Дорожка становится все уже. Вон там обрыв. Мы идем. Вот это самая сложная тропинка к пляжу, которую мы вообще видели. Тут даже не за что держаться. Она такая диковатая. И все скользит, смотрите. Короче, какая довольная девушка. Ты рада, что мы пошли? Это бесит. Почему мы идем по каким-то, хрен пойми, тропам вообще? Тропкам маленьким, под джунглям. О, смотри, куда летает бабочка какая, видишь? Вон. О. Летела. Ладно, идем дальше. Вот так утро начинается не с кофе. Вот таким образом мы идем. Спускаемся, а тут по-другому никак. Понимаете, очень крутой спуск. А дальше нет никакой веревки, и только камешки. Гладить. Что это за хрень вообще? О, красиво. Лучше бы мы Конечно, остались ты теперь не скажешь гладить некрасиво. крикуна нашего кота отельного. Да нет, лучше бы мы поехали на Катуной. Блин, я думаю, что такой пляж будет. Мы сейчас поедем. Вау! Ну-ка скажи еще раз вау. Ладно, посмотрим, идем дальше. Я думаю, что сейчас будет еще круто. И наши старания вознаградятся. Вот представляете, вот такой путь. Чуть-чуть не упал. Вот, чтобы вы понимали, нам еще обратно домой вот идти. Да, обратно возвращаться. Но пляж красивый. Сейчас мы посмотрим. Там никого нет, понимаешь, он пустынный. Ты там можешь фотосессию проводить. Ну что, 10 минут страданий, и мы уже здесь, на этом пляже райском. Ну, как твои впечатления? Я не знаю, ребят, ну не стоит оно того. Ну правда. Ну, Вот не есть стоит, красивый, смотри, ну красиво. Катуной тоже красивый, Бананы Бич еще красивее. Ну правда, камни есть везде. Зачем вот это вот просто крадущийся Тигр. тигр, блин, вот это вот через эти дебри, зачем? Вот мое мнение, оно того не стоит. Вот. Ну вот смотри, зато никого нет. Так, ну еще раз, это пляж Хат Каранной. Пляж закрытый для входа с главной улицы. Там шлагбаумы и стоят охранники. Потому что вот этот отель Меридиан относится к Мариоту. Он перекрыл почему-то доступ к этому пляжу. Но мы знаем, что находиться на пляжах на любых законно. И мы просто нашли обходной путь.
Вот. Ну, суперский на самом деле пляж. Очень чистый песок. Очень. Он такой мягкий, приятный. Людей не так много, понятно почему. Посмотрим, какая вода. Пощупаем воду на этом пляже. Ну, Аделина заметила здесь сильные волны сегодня. Но я вижу, что цвет такой шикарной воды. Ну нет, это не холодно. И сразу же прозрачно. Вода прозрачная, да. Сразу прозрачная. Не, вода хорошая. Здесь, ну понятно, здесь лагуна, вряд ли здесь бывает прям сильно грязная вода. Если посмотреть по предыдущим пляжам, как правило, офигеть! О, смотрите! Здесь, понятно, сразу скажем, инфраструктуры никак как таковой нет, потому что это закрытый пляж. Смотрите, какая волна идет. Просто, Костя! Прыгаем. Мы думали, что перепрыгнем волну. В общем, не фартануло. Глаза. Соли. Мне даже в горло попала вода. Почему тут? Короче. То есть сюда приходим зачем? За дикостью, за чистой водой необычной. Ну вот, волна огромная. Мы немножко покупались. Хорошо. Волны такие, что просто вот так вот. Я не знаю. С моим ростом вообще нельзя в такие волны заходить. Бесполезно мне бороться с ними. Я просто в водовороте вот так вот волны. Ну, если вам нравится такой частный, полуприватный пляж, ну, конечно, уже много народу там, но гораздо меньше, чем на других общественных пляжах, ну, можете сюда прийти. Наверное, да. А мы пойдем на следующий пляж, пробираемся сквозь эти камни опять снова. Да, сейчас мы пойдем по камням, опять по этим джунглям. Я не знаю, как задобрить духа джунглей, чтобы нас никто не сел. Что сделать надо? Что ему положить? Напишите в комментариях. Пишите в комментариях. Я знаю, как задабривать в нашем лесу. Угу. Как они у нас называются? Повелители леса. Закладчики? Закладчики, блин, закон бдит за вами уже идет. Нет, леший, вот, леший. А как здесь называется? Здесь, наверное, есть тоже такой леший, но, в общем, идти просто в таком вот, сюда идешь с напряжением неком, потому что там летают вот такие бабочки, вот такие. Все. Мы немножко задержались на прошлом пляже, и вот сейчас время уже, ну, короче, около 12, время 11, около 11. И мы на новом пляже, называется он Ката Ной. Ной в переводе, как я уже говорил, с тайского это маленький, то есть маленькая Ката. Пляж находится недалеко, в 2 километрах, кажется, от Каты, от пляжа. И он по-своему классный, это мой самый любимый пляж. Сразу ставлю ему 10 из 10. И смотрите, сколько уже здесь людей. Пляж имеет... Вообще он очень красивый, мне нравится он из-за того, что, ну, во-первых, посмотрите, здесь также можно все активности посмотреть, там, поездить на всяких парапланах, на катерах, гидроциклах. И тут же можно экскурсию на Пхи-Пхи. Да, но здесь именно приватная лодка, то есть там только, например, вы вдвоем, поэтому такие цены. Например, на Пхи-Пхи 35 тысяч бат. Это если на приватной лодке, конечно. Так гораздо дешевле. Можно купить очень дешевые туры. Если вам интересно, пишите в комментариях, мы снимем еще обзор, какие просто здесь есть туры и куда. А что есть на пляже? Ну вот зонтики мы видим, шезлонги, стульчики, вот люди сидят. Там какие-то классные виллы, очень дорогие, стоимость от 20 тысяч бат в сутки. Я уже смотрел, но с очень классными видами. Там какой-то вот островок небольшой, можно на лодках до него съездить, экскурсии. Тут вот такие тоже виды, вот на пригорках находится все поблизости, поэтому такое уединение, лагуна, такой уют создается. Пальмы, и вот опять люди, и очень много, да, где можно полежать. Там тоже, смотрите, какие виллы.
такие зеленоватые, шикарные. Все там есть, ну, пятизвездочные какие-то там отели, в общем. И вода. Вода, конечно, сейчас мы вам покажем. Тоже одна из самых лучших на Пхукете по своей чистоте. Вообще по отсутствию грязи. Вон там какие-то камешки такие небольшие, и можно поснорклить, понырять, посмотреть на рыбок, там и крабиков я видел. Говорят, что вечером, ночью ежи морские, можно тоже на них посмотреть. Кстати, волны, здесь тоже есть волны. Сегодня, да, сегодня почему-то день волн сегодня у нас. Посмотри, отсюда прям видно дно. Дно. Классно, да, вода. Давай, все, ныряем в воду. А пока мы идем в это просто, я не знаю даже как описать этот цвет воды, в эту голубую лагуну. Ох, бодрить. С приятной водой, вообще классно. Вообще вода, ну классно, да. Посмотрите, вот это вот. Цвет фантастический. Да. Там на дне рыбки, очень много рыбок. Не верим. Они прямо около тебя Ныряй плавают. сначала. Что это было сейчас? Видимость не очень хорошая. Дальше идти. Мы покупались, вы бы знали, как это классно. Шикарнейшая вот прозрачная вода, теплая. Причем местами течения бывают, конечно, холодные, но это вот... Ты просто плывешь, и у тебя по ногам холодное течение такое сильное. Ну и волны сегодня очень сильно откидывают вперед, и обратные тоже, то есть на несколько метров назад. Они высокие, например, Они вот высокие, стоим да. по пояс, потом она поднимается прям до горла. Такие Вот. высокие сегодня. Но приятно. Приятно. Все равно, несмотря на это, очень приятно здесь находиться. Сейчас мы прогуляемся вот в самый конец, там, где любят устраивать фотосессии на камнях. Ну, в общем, посмотрите. И красивые лодочки. Вот мы в таком месте, где часто устраивают фотосессии. Камешки здесь есть. Смотрите, вот красивые пальмы. Но здесь надо как-то очень быть аккуратным. Вот здесь уже камни глубоко. Да? Ну, Давай. Камни по краям. Смотрите. вот оттуда. Очень острые, аккуратно нужно. Многие можно поранить очень легко. Красивые лодочки стоят. Сам пляж, песок. И вот здесь такие виллы или это отели. Прямо на берегу. Классные. Вон там, смотрите, если видно, место, ну как спальня, кровать. Скорее всего, прям на открытом воздухе можно спать. А дальше тренажерные залы. Здесь прогулки, для прогулок, тропы, ну, в общем, класс. Мне вот здесь нравится именно атмосферой своей. Много здесь, да. Это Котоной. Он более уютный. Тут много что можно заняться. Можно снорклингом, там с масками я видел, это плавают вон там, да. Можно пофоткаться, поплавать, на экскурсию съездить, покупаться. Там дальше что-то еще есть, позагорать. В общем, все на свете. Все развлечения. Да. Все развлечения, которые могут быть. Вы просто посмотрите, сзади нас какого цвета вода. Это вообще... Это действительно, вот когда говорят райское место или райские пляжи, вот именно такие места я себе представляю, вот как Котоной. Как Котоной, как Банана-Бич. Это вот прям, это они.
Can we walk by foot? Yeah. You can park over there. Over there. Okay. thanks. окей. Maybe there, no? Stop only parking at you not can park, okay? Okay. То есть пешком можно? Да, пешком можно. А запарковать нужно там, где-нибудь там. Куда мы приехали, Константин? Ой, я не знаю, куда приехали. Это Каратин Бич. Какой-то пляж непонятный, но находится на Равайи. Нам нравится район Равайи. Недалеко от Найнхарн Бич. Поэтому сейчас посмотрим. Говорят, там много кораллов, где можно поснорклить, поплавать. Не знаю, чем это закончится. Вот место, где Каратин Бич. Здесь есть такие сеть отелей. Некоторые уже работают, а некоторые отели еще строятся. Это частная территория. Поэтому проход вот. Просто посмотрите на этот проход. Да, вот здесь вот. Просто здесь написали бич обозначение, иначе бы мы никогда в жизни никто бы не нашел, даже не подумал туда идти. Ну, очень узкий проход. Ну, посмотрим. Скорее всего, это пляж не для того, чтобы здесь прям как-то отдыхать, потому что, ну, далеко довольно идти от каких-то мест, где можете высадиться на чем-то. Да ладно, тут могут быть эти. Тут могут быть змеи, да. О, смотри, геккончик. Где? Вон. Ну, это не видно сейчас его. Ну, геккончик лазила. Вот смотри. Вот он, видишь? Геккончик. Да, не геккончик, это ящик. Ящерица. Оп, еще один какой-то. Их здесь много. Ну и птицы, вы, наверное, слышите? Прямо их миллиарды, наверное. И все стрекочут одновременно, и шум такой создают. Пошумим. Ну, короче, уже подходим, вот уже скоро вода. Так что все хорошо. Дорожка есть. Это лучше, чем предыдущий пляж. Так что идем. Вот мы прошли через весь этот мусор и маленькую тропинку узкую. И вот на такой красивый пляж. Необычный. Он небольшой, много камней, как мы видим. Купаться здесь буквально вот здесь можно только. Потому что дальше камни, говорят, там ежи где-то в камнях. Но можно снорклить. Вон, видим, там кто-то прям снорклит. И собачки охраняют. Ну, вот здесь, да, стройка. Все еще строится. Я думаю, еще пару лет будет застраиваться здесь. Вон там даже парочку лежаков есть. Песок крупный, очень крупный песок. Такой довольно грязный. Ну, в общем, интересно посмотреть, какая вода будет. Мы заходим в воду. Наверное, плохо слышно, потому что в футляре находится камера. Но здесь все и так видно, вода классная. Прозрачная вода. Я вам так скажу, это лучший пляж на Пхукете. И там, где можно посмотреть на рыбок, на подводный мир. И даже вот Аделина, никогда в жизни не нырявшая, сегодня это прочувствовала. Вообще, это поразительно, насколько, во-первых, разнообразие рыб, насколько их много. Они все разные, они таких оттенков невероятных. Просто вот каждый раз убеждаюсь и удивляюсь, насколько природа создает эти гармоничные оттенки. Они яркие, они проплывают так близко рядом с тобой. Это просто фантастика.
Как нам кажется, по нашим ощущениям, вот этот пляж обязательно нужно посетить. Не пугайтесь входа сюда, вот вы видели какой он, но те виды, которые вам открываются, безумный подводный мир, с таким количеством рыб, я не знаю, смотрите, сколько людей дошли сюда, вот до этого пляжа, по этой дороге, по разбитой дороге сначала приехали, потом по заброшенной пришли, чтобы побыть здесь. Я уверена, кто-то здесь не впервые, и я думаю, что мы тоже сюда еще приедем, да? Причем, да, приедем, вот для осмотра подводного мира это номер 1, наверное, на Пхукете. Причем здесь говорят то, что можно снять каяк, вот там вы видите каяки, и за какую-то там сумму 200 бат сплавать на какой-то соседний остров, там, наверное, еще больше рыбок. Но даже вот здесь проходишь, метров 5 проходишь, погружаешься в очках, ревеластах, и все, и сразу все видно, рыбки на дне, не боятся абсолютно. То есть это прям очень круто. Не надо даже никуда плавать, прямо вот здесь вот. Те, кто не умеет плавать, вы просто на поверхности будете барахтаться, смотреть вниз, и все, супер. Поэтому этот пляж 100% наша рекомендация к посещению. Да. А мы уже переместились на пляж, я думаю, центральный пляж района Равай на Пхукете. Это Найнхарн, блин, то есть Найнхарн. Некоторые называют Найхан, можно так и так называть. Здесь мы видим такую посадку интересную, где тенек, прохладненько, сегодня ветерок. Огромное количество кафе, ресторанов, магазинчиков. Вот так вот вдоль дороги они все здесь выстроились. Большая парковка, да, можно подъехать. Ну, такой обустроенный полностью пляж. Есть вот спасатели, зонтики, шезлонги можно арендовать. Широкий пляж. Конечно. Людей уже много. Да, сегодня выходное утро. И вот там какие-то постройки, какие-то виллы, что ли, что. Отели. Там красиво стоят. Наверное, шикарный вид на море. Вот тот остров, на яхты из него. Песок, как мы видим, вот здесь чуть-чуть с чем-то, с какой-то листвой. Средний, да, этот песок, не мелкий, не крупный. И посмотрим, какая вода. Но мы здесь уже были. Вода шикарная, прозрачная. Можно купаться, плавать, теплая очень. Очень уютная лагуна, залив. Самое классное время все-таки с утра и, наверное, вечером. Но с утра прям своя атмосфера. Да. Когда не жарко, солнце пока еще не печет. Можно ходить, наслаждаться. Если кому-то хочется пожарче, оставайтесь ближе к полудню. Начинает уже прям так жарить. А сейчас идеально. Можно ходить, даже заниматься спортом. И будет не так жарко. Но мы попробуем воду. Этот пляж находится недалеко от Кратин-Бич, где мы увидели самый богатый подводный мир местного моря. Ну, здесь тоже можно посмотреть, вон там, где камешки, понырять, я думаю, можно. И там мы тоже видели с тобой, да? Чуть-чуть рыбок были. А Кратин как раз мы ехали вот по этой дороге. Да, ехали вот по этой дороге вдоль, вот он там, за этим мысом. Ну, здесь напоминаю, что да, это вот центральная часть Равай. Здесь, в принципе, 1-2 пляжа всего, и поэтому много людей бывает. Вот собака там. Вода? Да, уже прозрачная вода, супер. На дне, конечно, что-то там есть, какие-то там камешки, но это скорее, да, природное. А так, класс, люди вон плавают. Пока не вижу никаких медуз, никаких планктонов, которые кусаются обычно. Ну, планктона мы не увидим. Я вижу медузу, или это медуза? Вот рядом с тобой плывет. Это пух с какого-то растения. Не, ну вода классная, прозрачная, супер, нравится. Вода ну такое прохладная. Но сейчас мы освоимся
и тепло станет. Немножко зеленоватая чуть-чуть. Зеленоватый, да, сегодня. Чуть зеленоватый. Но в целом, да, классно. Да, вот еще раз обзорка на этот пляж. Я думаю, что этот пляж будет пользоваться спросом и у тех, у тех, кто здесь живет, потому что здесь, да, популярное место. Ну, по мне, так вот он наравне с хорошими пляжами. Ну, твердую 8 я поставил ему. То есть прям такой классный пляж, где хочется куда приходить, купаться. Тут весело, тут люди. Причем вы видели, наверное, мы проезжали район Раваи. Мне он очень нравится. На Пхукете, наверное, самый любимый. Своей атмосферой, своими такими домиками. Может быть, даже напоминает как Гавайи. Это Раваи. О, ты где? Ты что, Классно. в съемках клипа участвуешь? В съемках клипа? Клипа? Да, под музыку. Ой. Потерян. Ну как тебе вода? Ни черта не видно? Хорошая вода. Нет, видно. Она немножко зеленоватая, бывает попрозрачнее, как бы покристальнее, почище, но нет, хорошая вода, приятная. Главное, никаких гадов пока нет, никаких медуз. А в одном из, так скажем, концов пляжа или начала пляжа есть такое заведение Rock Salt. Это заведение является номер 1 в Равае по рейтингу TripAdvisor, да, я путаю с Trip. По рейтингу TripAdvisor это рейтинг именно путешественников, где кто посещает эти места и составляет такой вот рейтинг из своих оценок. Но имейте в виду, здесь есть завтраки, есть обеды, и все регламентируется строго по времени. Мы как хотели пообедать, время было 12, нам сказали, что sorry, обед будет в 2 часа или в час дня. Ну, в общем, место потрясающее тем, что здесь открывается вид на море, на вот эту вот бухту, на яхты. И, соответственно, кухню там тоже очень хвалят. Поэтому вот здесь, вот в этом конце пляжа, там, где камни, мимо точно не пройдете, потому что здесь вот эти вот отель, характерный белый вид, здесь находится ресторан. А в другом конце пляжа там уже камни, можно, я думаю, понырять, сделать классные фоточки, тоже такой живописный вид, поэтому здесь есть чем заняться. Вот так быстро мы переместились на следующий пляж. Называется он Paradise. И он платный. Вход стоит 200 бат на человека. Сюда входит трансфер, туалет и принадлежности для пляжа. Это зонтик и шезлонги. Говорят, проход к этому пляжу очень сложный, опасный, поэтому, ну, может, конечно, так говорят. Поэтому трансфер нужно брать. Обязательно проверяют, чтобы не было ничего. No food, no drone. For our friends video. They want to go here. Твои ожидания? Просто аккуратный чистый пляж с лежаками, зонтиками. Ну прям добраться здесь сложно будет. Вот так вот. Это не шутки какие-то себе. В таком фургончике. Ну пока она обычная дорога. Даже очень хорошая.
знаю. Прошло буквально 2 минуты, и мы уже на месте. 37 секунд. Смотрите, вообще несложная дорога. Короче, в стоимость билет входит трансфер, потому что они так захотели. Ну и ладно, пускай я... Ну ладно, чё, да, к чему спускаемся. Paradise to the beach. Круто. А обратно интересно входит? Конечно, обратно. Давай спросим. No, no, return back. It's Yeah, you include? can wait about 5 minutes. 5 minutes. Yeah. Окей, thank you. Обратно. Да, 5 минут, подождите, вам приедет. Hello? Билетики надо? Yes. Капон кап. Фотка нужна, нет? Другая волна нет, конечно. А тут психоделия. Красиво. Тут граффити. Вот так мы расположились, взяли еще полотенчики. Стоимость у них 60 бат на человека за одно полотенце. И плюс депозит 500 бат. Потом оно возвращается, чтобы не сперли полотенце. А мы идем смотреть, какой здесь песок, вообще вода и так далее. Посмотрим, что за пляж на Парадайсе. Я вижу, что песок уже не очень. Он такой, какой-то смешанный с каким-то щебнем. Вот камешки какие-то, смотрите. Ну, это не щебень, конечно, это такой известняк какой-то. Понятно. А вот здесь получше песок, уже тепленький. Но вода нам не понравилась тем, что здесь много мусора. Да, его старательно убирают. Ходит специальный человек, который с очком вылавливает все, что можно оттуда выловить. Но, видимо, ввиду того, что именно здесь прям вот 2 больших круизных лайнера, и, видимо, оттуда все-таки мусор сваливается. Ну, это предположение всего лишь. Это предположение, но судя по тому, что здесь плавают пластиковые вилки, пакеты и прочее, есть такое предположение. Давайте посмотрим. Вот здесь такой вот сначала пляж, он вообще небольшой. Вот буквально отсюда и до сюда можно за 3 минуты дойти. И здесь такая вот заводь. Может, из-за этого какие-то вот течения приносят этот мусор, но здесь его очень много. Да, его собирают, но по-прежнему очень много. Даже не говорим про эти листочки, которые плавают. Это ладно, это природное, но здесь очень много пакетов. Каких-то очень много. Вот какие-то резинки плавают. Вот там подальше еще что-то есть. Вода вот здесь такая наполовину прозрачная, скажем, не совсем прозрачная, бывало и получше. А вот какой-то пакетик, смотрите, плавает. Но это не очень хорошо для такого пляжа. Ну вот там тоже какой-то пакет. Здесь медуза, понятно. Вот чуть подальше вода попрозрачнее. Там я понырял в очках и увидел рыбок. Там рыбки есть, да, рыбки есть. А вот пакетик. Вот так и живем. А еще мы заметили здесь какую-то лесенку, которая через камни вот идет туда дальше. Там, скорее всего, второй пляж. Да, вон написано Paradise. Наверное, она идет на пляж второй. Может быть, там как-то получше будет, но вода вряд ли будет получше. Ну, такая хорошая лесенка, цивильная. Здесь очень живописные камни, деревья. Фотографироваться можно везде. Вот так выглядит Paradise со стороны. Вот. Поднимаемся дальше. Видим здесь еще одну лесенку. Так. Ну и дальше еще вот сейчас. Ну, здесь шикарно, конечно, красиво. Очень красиво. Вид открывается. Лайнер. Просто шикарно он там тоже стоит. В тему. Там уже слева, справа Патонг. Кто-то останавливается прямо здесь, между камней. Тоже, почему бы и нет.
уединенно. Но вы просто посмотрите на эти виды. Действительно, как будто мы приплыли на этот пляж, будто он дикий и совсем необитаемый. Здесь, конечно, песок получше, ну пока так с виду. Ну и, конечно же, так, здесь есть обезьяны. Поэтому аккуратно, если нападет обезьяна. Ну, в общем, именно вот этот пляж нравится мне определенно больше. Просто посмотрите, какой здесь песок. Он прям максимально мелкий и максимально белый. Ну, друзья, это те самые картинки с открыток о Таиланде. Давайте посмотрим. Ну, вода здесь точно такая же. И вот тоже у берега встречается разный мелкий мусор. Вау. Нет, идти не хочется совсем. Вот такое вот райское место вот с такой водой. Ну что сказать. Там пластиковые трубочки плавают. Ну вот, да. Совсем не почищено, но песок шикарный. Я вот 6 поставил, да. Ну правда. Бесплатный пляж, бесплатный городской пляж есть гораздо круче. Нет, но если вы не купаетесь, например, просто сгораете, то это Загорать, отдохнуть, очень классно, чтобы да. не думать о еде, вам все приносит еда, вода, напитки, развлечения, музыка, Музыка, компании, тогда, наверное, да. Классно фотосессии можно проводить здесь шикарно. Купаться либо нас, купание у нас разные, мы любим купаться, мы любим воду, мы любим медуз, и планктон у нас любит рыбу. Так что вот решайте сами, нравится вам этот пляж или нет. Показали мы вам его, наверное, уже со всех сторон. Да, он платный, вход платный. Вход платный, да, платный пляж Парадайз. Ну, а на этой ноте, наверное, мы хотим сказать, чтобы вы обязательно поставили лайк этому выпуску. Обязательно, да. Снимался он долго, Несколько тщательно, дней. да, несколько дней. Мы выбирали для вас даже те пляжи, куда не ходят обычные туристы, но нам хотелось показать как можно больше пляжей Пхукета, и показали практически все. Так что лайк, подписка. Вот.